Откуда посередине леса, блин, может гореть свет, что-то может находиться. Ух ты, блядь, сука! Ну, очевидно, что его подобрал этот человек. Надо отсюда, короче, валить. И чем быстрее, тем лучше. Человек может быть вооружен ружьем, или же он натравит собаку. Ребята, всем привет! С вами канал Искатель Могил, друзья. В общем, смотрите, что сейчас произошло. Я сегодня собрался, значит, выехать на одно место, на одну заброшенную локацию. Это заброшенная железная дорога, которая находится в глухом лесу. Как вы знаете, я себе собирался покупать квадрокоптер. Так вот, я его купил благодаря вам, благодаря также монетизации YouTube. Поехал сегодня сюда, чтобы отснять, чтобы найти эту заброшенную железную дорогу, все поснимать. Приехал сюда, вот в этот лес, хрен знает сколько километров от города. Я его включил, вроде бы разобрался, все, начал снимать. Он отлетел у меня дальше вглубь леса, и в какой-то нахрен момент я потерял с ним просто-напросто связь. Кстати, вон этот лес, чтобы вы понимали, просто глушь, ребята. Он улетел в самый-самый глубь леса. Короче, так получилось, что я потерял с ним связь на какой-то момент. Потом она возобновилась, и я хотел его вернуть назад, и в этот момент, блин, получается, что я врезаюсь в макушку какого-то дерева. Не знаю, высокое дерево стояло. Он начинает падать, я все это вижу, не могу ничего сделать. Короче, он падает. Все, примерно знаю, где он находится. Но не это самое интересное. Где-то спустя минуту, он продолжает записывать, я все это вижу. И где-то спустя минуту к нему подходит какой-то мужик, берет его, я вижу его лицо, он его берет, крутит вот так вот. И все, связь пропадает и прерывается. У меня реально пошел страх, блин. Мне очень было досадно то, что, скорее всего, я его не вернусь, и человек от этого забрал. Я поэтому сейчас здесь и собираюсь отправиться в этот самый лес, чтобы найти, кто же на самом деле взял мой дрон. Так, ладно. Что, ребят, отправляемся на поиски дрона. Время уже начинает как бы немножко смеркаться. А честно, даже я не понимаю, что можно было делать в лесу этому человеку. Кстати, если вы увидите в начале видео кадры, как я летел с дроном, значит я, наверное, его нашел. Если нет, то нет. Идет довольно-таки какой-то путь. Знаете, что сейчас еще опасно? Это клещи. Сейчас самый что ни на есть период, когда они пробуждаются и могут заползти под одежду. Знаете, ребята, я, честно, вот думаю про себя, что мне так не везет, правда? Ну, я только его купил, буквально в этот же день, и тут же я его сразу потерял. Здесь что, какое-то болото? Что это за звуки сейчас были? Какой-то гул, похоже на бензопилу, что ли? Может там какое-то лесничество находится? Да, ребят, сейчас в это время в лесу надо быть крайне осторожно. Вообще лучше не посещать сейчас леса, потому что реально тут угроза опасности укуса клеща. Так, ладно, где-то в той стороне по прямой. Сети на телефоне здесь вообще нету. Видимо, поэтому связь просто-напросто и пропала. Хотя дрон летает от спутников. Не знаю, почему, тем не менее, прервалось. Так, ладно, давайте рассуждать здраво. Кто бы мог это быть? Может быть, это какой-то грибник. Хотя сейчас, по-моему, не сезон для грибов. Я, если честно, не разбираюсь в этом. Может быть, это какой-то охотник. Тоже, что вполне вероятно. Не знаю, сезон ли сейчас охоты или нет. Может, это лесник. Что, скорее всего, более очень вероятно. Странно то, что дрон упал именно недалеко. Именно упал недалеко от него. Ух, ни хрена себе, заяц, что ли, блядь? Или кто это? Вон там.
Короче, минут, наверное, 40 я уже блуждаю. Прошел прямо от машин, как раз по тому направлению, куда полетел дрон. Даже примерно не могу представить, где он мог бы упасть. Ребята, знаете что? В общем, лес днем, я вам хочу сказать, весьма тоже страшен. Конечно, менее, чем ночью, но тем не менее, блин, как-то тут... Особенно, когда ты знаешь, что здесь есть какие-то посторонние, кроме тебя. Короче, я хрен его знает. Откуда это здесь? Смотрите. Ну... Блин, сейчас кто-то скажет, что это я его сюда воткнул. Ребят, этому топору, я не знаю, сколько лет, блин, мне явно. И у меня если есть, то он не с такой ручкой. И тем более я вижу, что уже просто-напросто он порос мхом. Мох уже врос в металл. Просто, видимо, реально здесь или какие-то лесники его тут оставили, или же лесорубы. Хотя я не вижу, чтобы здесь где-то разбили лес. На всякий случай возьму. Вдруг пригодится. Ух ты, бля. Ребята, я, кажется, вижу, вот там вдалеке горит свет. Я не знаю, насколько сейчас это запишет камера. Вдалеке леса горит свет. Смотрите. Вон там, прямо по курсу. Блин, сказать честно, мне сейчас что-то стрёмно туда идти. Блять, знаете что? Вот когда ты находишься в таком месте, помощи не жди. Ты нахрен один. Вы не постоянно пишете, не ходя один, возьми с собой напарника. Безусловно, вы правы на 100%. Потому что одному нахрен это очень-очень опасно. Вот, блин, откуда, как вот вы считаете, я не знаю, кто, вот вы еще не досмотрели это видео до конца, я сам не знаю, откуда посередине леса, блин, может гореть свет, что-то может находиться. По моим подсчетам, я прошел уже, блин, ну хрен знает, километров 5 точно я прошел. Дрон приблизительно должен был упасть где-то еще в километре назад, потому что дальность его полета километра 3-4. Я там обходил, не нашел никаких следов. Оно очевидно, что его подобрал этот человек, который был рядом, и унес его с собой. Сейчас выход один, это просто-напросто идти на тот свет. Я не знаю, что меня там ждет. Так, ладно. Свет горит там. Я слышу, как где-то вот там сейчас лаяла собака. И по-моему, какие-то голоса. Это кто-то просто разговаривает с собакой. Я имею в виду человек. Ребята, проблема еще, знаете, человек может быть вооружен ружьем. Или же он натравит собаку. Блин, вот эта вот пуколка и просто-напросто бесполезна. Да ладно. Все-таки с ней лучше, чем без нее. Как же я не хочу туда идти, а? Все, что мне сейчас нужно, это просто-напросто забрать свой дрон, найти его и все, и уйти отсюда нахрен. Мне не нужно снимать никакую железную дорогу, и не хочу снимать никакие дома в лесу или каких-то его обитателей, людей тем более. Я вам честно скажу, ребята, мне сейчас контент не нужен нахрен. Сейчас важнее всего своя безопасность. Ё-моё, это что такое? Дырки от ружья, что ли? Ну, кажется, как будто кто-то, знаете, стрелял вот так вот. На расстоянии с ружья. Ребят, свет сейчас больше не горит. Он потух. Я подошел чуть-чуть ближе. И, признаюсь честно, идти туда мне желания никакого нету, вообще абсолютно. А кто бы это ни был, может быть там у этого человека или там их несколько нету злых намерений, рисковать это очень опасно. Если тебя тут грохнут или возьмут в плен, не знаю, там будут пытать, никого нету, никто не видит этого. Здесь даже нахрен не ловит долбанный спутник, блин. Почему у меня пропала связь с этим дроном? Бля, как же я вляпался всегда, а? Кого-то растерзали. Смотрите, сейчас вышел
вот такую поляну, дом, ну, я не знаю, или какое-то строение, откуда там горел свет, находится вон той стороне. Сейчас там света нету. Я чуть обошел, хочу так вот его обойти и посмотреть издалека. Смотрите, сейчас здесь в лесу, я не знаю, нахрен откуда это здесь, но смотрите, что это такое. Походу это вход какой-то бункер, блин, если я не ошибаюсь. Честно, я этого вообще не искал, это случайно, просто-напросто сейчас мне попалось. Блин, здесь просто все засыпано нахрен землей. Просто кромешная тьма. Боже мать, а. Ох, ё-моё. Это походу какие-то заброшенные военные шахты. Ребят, это какие-то заброшенные шахты, наверное. Не знаю, какие-то с сыростью и плесенью. О, там дальше все завалено и засыпано землей. Не думаю, что здесь вот среди леса могут быть какие-то и старые заброшенные военные объекты. Но тем не менее, раньше их строили в секретности, вдалеке от городов, и поэтому это с большей долей вероятности какой-то старый заброшенный военный объект. Не знаю, как это может быть, бункер или что-то еще. Дальше никак не пройти, потому что прохода нету, все завалено. Придется вылазить наверх. Ребят, короче, сейчас, уже действительно темнеет. Подошел вплотную, можно сказать, к этому дому. Он находится прямо вот там вот, вон там. И знаете что? Свет там сейчас не горит. Еще где-то метров 100 назад я слышал, как там лазил какой-то мужик с собакой. Вероятнее всего, это какой-то, наверное, все-таки лесник. Я не знаю, кто еще может быть тут в лесу. Знаете, у меня уже такие мысли возникают. Может быть, это просто какой-то отшельник. Он здесь сделал себе дом и тут живет. Кто бы это ни был, я вам хочу сказать, что это реально риск и очень опасно. Я уже пожалел 100 раз, что поехал сюда. Но, блин, кто знал, что так получится. Понимаете, тут есть риск. Я не знаю, просто-напросто все бросить, нахрен уйти. Хрен с ним, с этим дроном, потому что есть риск того, ну реально, вдруг это какой-то, я не знаю, какой-то безбашенный, может он с ружьем, все что угодно на уме, он сейчас тебе тут завалит нахрен и все. Этой ночью, знаете, лес как будто оживает еще больше. Всякие шорохи какие-то, шелестение листьев. Здесь такая вот поляна. Ух ты, блядь, сука! Бля, мне показалось, что там кто-то лежит нахрен.
Прошу прощения за плохой свет. Короче, здесь здесь такое ощущение, как будто кто-то проживает в лесу. Охренеть. Короче, ребят, я нашел дрон. Вот он нахрен лежит. Знаете что, наверное, надо отсюда, короче, валить. И чем быстрее, тем лучше. Потому что он где-то, мне кажется, поблизости. Ой, блядь, там собака, сука. Собака, блядь. Что, ребята, вроде бы все, слава богу, обошлось, забрал свой дрон. Мне повезло, что этот человек положил его в доме и сам оттуда ушел. Тем не менее, я был морально готов к тому, чтобы с ним встретиться. Но что от него можно было ожидать, остается только догадываться. Я предполагаю, что это был, скорее всего, какой-то лесник. Он, наверное, видел, что коптер врезался в дерево, подошел, подобрал его и положил к себе в дом. Он, наверное, даже не понял, что это такое. Тем не менее, это все равно опасно. Может быть, это правда не лесник, может, это какой-то отшельник, хренов знает, что у него на уме. Может, он вооружен, лазить там с ружьем. А я хочу вам сказать, будьте всегда аккуратнее. Сейчас спасибо, что досмотрели это видео до конца. К сожалению, не получилось снять для вас железную дорогу, но думаю, в следующий раз обязательно сниму что-то еще более крутое и захватывающее. С вами был канал Искатели Могил. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.